Я вас приветствую, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня сделаем еженедельный, ежедекадный расклад на 6, 7, 10 дней ближайшие. Пассианс нам покажет, какие события нас ожидают в ближайшие 10 дней. Итак, смотрим. И первое сложившееся изображение покажет нам близлежащее событие. И так дальше на неделю. Так, пока тишина, пока нет изображений, подсказок. Пассианс пока не складывается. Ну, смотрим дальше. Смотрим дальше. Так, здесь у нас есть изображение собаки. Собака у нас сложилась. Идем дальше. И посмотрим, что же нас ожидает. Ага, здесь вижу изображение. Еще одно изображение у нас есть. Ворон, либо ворона. Смотрим. Интересно. Интересный расклад идет. Так, я внимательно смотрю, пока тасую колоду, чтобы ни одного изображения не пропустить. Чтобы ни одно изображение у нас не осталось незамеченным. Далее. Далее. Так, пожалуйста, прекрасно. Голубь имеется также. Достаточно информативный пассианс идет сегодня. Смотрим. Смотрим внимательно. Внимательно, чтобы ни одно изображение не пропустить. Не пропустить. И у нас остается буквально еще несколько карт. И мы приступим к их интерпретации. Так, пока тихо. Ага, кувшин с водой. Прекрасно. Имеется у нас кувшин с водой на предстоящей декаде тоже. Сейчас посмотрим, что он обозначает. И дальше идем. Дальше идем. Неделя обещает быть интересной. Предстоящие 10 дней. Ага, сразу лук с копьями. Лук с копьем. Сложилось сразу изображение. Угу. Так. Хорошо. Тут вот, если повернуть, конечно же, змея, но так как мы отдаем предпочтение предыдущей карте, и она у нас вот так складывается, значит, мы оставляем предпочтение луку с копьями. Так, и так идет изображение огня. Очень информативное и полное событиями. Декада нас ожидает. Так, и еще какое-то время я должна посмотреть, не складывается ли еще изображение, ничего ли мы
не пропустили, чтобы не упустить ни одного события. Угу. Так. Итак, приступаем к интерпретации. Сегодня у нас первое изображение, которое сложилось в пасьянсе, прибалтийском пасьянсе, это собака. Собака. О чем говорит данное изображение? Возможно, какой-то друг, либо помощь, содействие и опору нам окажет. То есть либо наш знакомый, либо друг может оказать нам помощь и содействие и опору. Это на предстоящие 10 дней. Также у нас сегодня сложилось изображение ворона. На предстоящей декаде, возможно, какая-то ошибка вас ожидает, либо опоздание. Будьте внимательны, будьте пунктуальны, старайтесь не опаздывать. Но это вот предостережение. Либо ворон также может обозначать нечто забытое вспомнится, но будет забыто нечто важное. Не забывайте, ворон нам об этом говорит. Далее, какие у нас еще сегодня изображения сложились? Также мы видим изображение голубя. В общем-то, данная птица, в отличие от ворона, нам говорит о возможной беспричинной ссоре. Вот. Какой-то даже, возможно, жестокости. То есть будьте внимательны. Будьте внимательны к себе и своим близким, чтобы их никто не обидел, не был к ним жесток, либо к вам. Далее сегодня у нас также есть изображение кувшин с водой. Кувшин с водой – это, в общем-то, хорошее предзнаменование, означает приобретение, либо находка, также возможно. Также кувшин с водой может символизировать о каком-то неожиданном открытии. Новая истина, новое знание о старом нам откроется. Новое знание о старом. И сегодня у нас еще имеется два изображения. Это лук с копьями. Обозначает, несет благоприятное значение, то есть подъем творческих сил, успешная работа, а также стрелы обозначают скорое исполнение желаний. Это отличная новость. И последнее у нас сегодня изображение. Опять же выпал у нас огонь. В данном случае несет значение перерождения, либо возрождение в новом качестве какого-то явления, события и его резком изменении. Также остерегайтесь какой-то возможной потери либо пропажи. Вот такие события сегодня у нас сложились. То есть в купе данное изображение, то есть еще раз повторяю, собака,
Собака, друг, помощь, содействие, опора. Ворон. Ворон. Либо опоздание, ошибка, нечто забытое. Вспомнится, но будет забыто нечто важное. Тоже имейте в виду. Голубь, я уже сказала, что это идет значение беспричинной, возможно, ссоры, либо неожиданной жестокости, обидная вероятность также насилия. Будьте внимательны к своим близким, то есть оберегайте их в какой-то сложной ситуации, будьте начеку. Это предостережение. То есть предупрежден, значит вооружен. И также я говорила, что у нас идет кувшин с водой, но кувшин с водой это, конечно же, благоприятный признак, то есть приобретение, находка, неожиданное открытие, новая истина, новое знание о старом. Также копья, либо если бы было просто копье выпало, это было бы другое значение, но у нас выпал лук. То есть подъем творческих сил, успешная работа, скорое исполнение желаний нам предзнаменует. И огонь говорит о возможном перерождении, возрождении в новом качестве, либо резком изменении. Также будьте внимательны, чтобы не было у нас какой-то потери, либо пропажи. Вот такие события нас ожидают на предстоящей декаде, на предстоящей неделе. В общем-то, я прощаюсь с вами, до новых встреч и желаю вам всего самого наилучшего, чтобы те события, которые нам показал пасьянс-расклад, в общем-то, вам помог, либо предостерег от каких-то возможных событий негативных. А если это хорошие события, то вы тоже ими, так сказать, были удовлетворены. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.